Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео по многочисленным просьбам я пеку куличи на александрийском тесте. Куличи получаются по этому рецепту необыкновенно просто вкусными. Они очень сливочные на вкус. Пекутся они на топленом молоке. Рецепт этот очень простой. Это ночное тесто. На ночь ставится опара. Всю ночь она созревает, и потом на следующее утро уже выпекаются куличи. Куличи, приготовленные именно по этому рецепту, очень долго не черствеют, и я бы сказала, что день ото дня они становятся еще более вкусными. В этом видео я также обращу ваше внимание на те ошибки, которые могут быть допущены при приготовлении этого теста. Все расскажу и покажу. Итак, сначала сейчас приготовим опару. У меня здесь большая порция. 750 мл топленого молока, теплого обязательно берем, и 84 грамма прессованных свежих дрожжей. Естественно, если вы будете брать сухие быстродействующие дрожжи, их понадобится в 3 раза меньше, то есть 28 грамм. Дрожжи должны быть очень качественными, и сразу смотрите, как они будут взаимодействовать с молоком. Молоко, естественно, теплое, не горячее и не холодное, а именно теплое. Дрожжи я заранее тоже где-то за час достала из холодильника. И вот сейчас очень важный момент. Если вы будете пользоваться либо свежими дрожжами, как вот у меня, либо сухими, нужно дать время, чтобы увидели, что они начали действовать. 750 грамм сахара я туда добавила, 6 яиц и 4 желтка я туда добавляю. Все это просто перемешиваю. Яйца, естественно, тоже комнатной температуры, яйца среднего размера. Если вы видите, что дрожжи ваши никак не действуют в течение 20 минут, что не начинается брожение, значит они некачественные. И работать тогда с ними не имеет смысла. 360 грамм размягченного сливочного масла, ни в коем случае не горячего. Все это аккуратно просто вмешиваю. И оставляю сейчас эту опару примерно на 10-12 часов. Накрываю крышкой при комнатной температуре. В теплое место не ставлю, просто оставляю на столе. Еще раз повторяю, что ключевым моментом на данном этапе является активность ваших дрожжей. Если на начальном этапе не пошла реакция, не следует их использовать. У меня прошло 10 часов. Вот так выглядит опара. Она бродила всю ночь. Вот так вот она поднялась. И это для нее нормальное состояние. Если вы новичок, сразу вам хочу сказать, если вы не знаете вообще дрожжевого теста, следует сразу брать только быстродействующие сухие дрожжи. Со свежими дрожжами я бы в этом тесте не рекомендовала вам даже начинать работать. Добавляю туда бутылочку вот такую ромового ароматизатора, 24 грамма ванильного сахара и 2 чайные ложки соли без горки. Все это просто перемешиваю. Вместо ромового ароматизатора, естественно, вы можете добавлять коньяк или ром, примерно 3-4 столовые ложки. Сейчас я всю эту опару переливаю в тестомес. Так как порция у меня здесь большая, я все на маленькие порции, естественно, вам все ингредиенты укажу в описании к данному видео, в инфобоксе. Лежать тестомеса у меня в данном случае на 7 литров. Вот это количество теста прекрасно там переработается. Естественно, это тесто, тем более если вы будете на маленькую порцию брать, прекрасно можно вымешивать руками, просто на пару минут подольше его вымешивать. И в процессе я покажу, каким должно стать тесто, чтобы вы ориентировались. Муку обязательно просеиваем. В данной муке у меня 11 грамм белка на 100 грамм продукта идет. То есть обычная мука. Такая не совсем простая и не совсем такая сильная она. Такая средняя мука. Добавляю сначала 1 килограмм 200 грамм муки. Туда сейчас просеиваю. И потом в процессе вмешаю, это уже в тестомес, еще 600 грамм муки. То есть 1 килограмм 800 грамм муки мне понадобится. Насадка крюк у меня здесь. Сначала на малых оборотах тестомеса я все это буду вымешивать, чтобы просто объединилась масса. Естественно, все это можно замешивать вручную. Я большую порцию делаю, поэтому делаю все это в тестомесе, замешиваю. Делаю я это намеренно, чтобы показать вам, в принципе, в процессе, какие могут ожидать ошибки на этом пути, если будем неправильно давать расстойку этому тесту, потому что тесто неторопливое. И чтобы сразу показать, как правильно это сделать. Потому что очень много пишут вот в комментариях уже по предыдущим куличам, и я сразу вам вот показываю. Для этого теста очень важна неспешная расстойка. Не нужно здесь ее бояться,
Нужно просто быть подготовленным, что это тесто, так как оно очень насыщенное, требует более длительной расстойки. Так, добавляя остаток муки, то есть в общей массе на эту опару я добавила 1 килограмм 800 грамм муки, естественно просеянной. Все это сейчас на средних оборотах тестомеса я буду вымешивать 15 минут. Для вымешивания руками на такой объем теста, большой объем, понадобится времени больше, где-то минут 20. К этому нужно быть готовыми. Если вы будете брать маленький объем теста, 15 минут вымешивания руками будет достаточно. Вот так выглядит тесто спустя 15 минут вымешивания в моем именно тестомесе. У меня 700 ватт тестомес. Все это будет зависеть именно от вашего прибора, которым вы будете пользоваться. Оно необыкновенно нежное, это тесто, эластичное. Оно стекает, оно не рвется. То есть вот на это нужно обратить внимание. Оно уже не так сильно липнет к рукам. Потом, когда мы с ним будем работать, оно уже вообще не будет липнуть к рукам практически. Естественно, руки нужно смазывать подсолнечным маслом, растительным маслом. Видите, вот такая нежная масса должна получаться. Ни в коем случае это тесто не забито мукой. Рецепт, как правило, стандартный для этого александрийского теста. Оно известно очень давно, это тесто. Просто нужно знать его особенности и обращать на них внимание. Вмешиваем туда сейчас 200 грамм цукатов. Я вмешиваю, здесь у меня апельсиновые и лимонные цукаты. И 250 грамм изюма. Изюм можете вообще не добавлять. Можете вообще никакие цукаты не добавлять. Вяленую вишню, клюкву туда добавлять. Все, что вам нравится. Любые сухофрукты. Все это на ваш выбор. Все, что вам нравится. Вы можете специи любые туда добавлять. Ничего здесь долго не вымешивала. Видите? Тесто такое очень подвижное, то есть оно очень нежное, это тесто получается. Оно ни в коем случае не должно быть забитым. Вот это первое к нему требование. Вы можете добавить даже чуть меньше муки, но не больше. Смотрите по вашей муке, начните добавлять 1 килограмм 700 грамм, если вот на эту порцию. Перекладываю сейчас просто в ту миску, где у меня тесто будет подниматься. Так как у меня миска не совсем большая, 1/3 этого теста я сейчас перекладываю еще в одну миску поменьше. Миски смазываю, естественно, растительным маслом. И это тесто будет подходить при температуре 30 градусов Цельсия. Просто у меня там включенная будет лампочка какая-то обычная. Делаем со всем тестом, чтобы оно вдвое у меня увеличилось. Для этого мне понадобится 1,5 часа времени. Итак, прошло у меня 1,5 часа, вдвое увеличилось тесто. Тесто это очень неторопливое, мега сдобное, поэтому возможно, что в ваших условиях понадобится и 2 часа на его подъем этого теста. Все смотрите по вашей именно ситуации. Сейчас делаю обминку этому тесту и сразу уже выкладываю его в формочки для куличей. Тесто очень приятное в работе. Хочу сразу здесь отметить, это тесто получается на вкус мега сливочным, но оно не такое очень волокнистое получается. Если вы хотите, чтобы эти куличи были у вас очень такими волокнистыми, также ночное тесто есть у меня на канале, это венское тесто. Ссылки я вам оставлю в описании. Есть йогуртовое тесто для куличей у меня на канале. Быстрое очень, гораздо более бюджетное, чем это. И тоже необыкновенно вкусные куличи получаются. Вот на такие большие формы 13,5 см в диаметре, 8,5 в высоту эти формы, я раскладываю примерно по 600-620 грамм теста. Примерно на 1/3 заполняем эти формы. Чуть, может быть, побольше, потому что тесто очень сдобное, тяжелое. Поэтому кладем здесь тесто немножко побольше, чем обычно бы мы клали. И 11 см в диаметре вот эти две маленькие формы. То есть 6 больших и 2 маленьких. На эти 2 маленькие кладу примерно по 420 грамм теста. Эти оставляю при комнатной температуре, вот которые я более темным полотенцем накрываю. А те, которые накрыты светлым полотенцем, я убираю в духовку. На расстойку на 1,5 часа, тоже со включенной лампочкой. При температуре 30 градусов Цельсия. Прошло у меня 1,5 часа. Вот так вот подошли на столе, видите, гораздо ниже они. И вот так подошли в духовке, гораздо почти в 2 раза выше. Убираю те, что я на расстойку ставила в духовке, уже выпекаться при температуре 170 градусов Цельсия на 40 минут. В заранее разогретой духовке на 2 уровне снизу. И видите, мало они расстаивались, они полопались. То есть это сразу, вот расстойка, одно и то же тесто. И какой результат? И расстойка была быстрая. Это тесто вообще не торопливое. Вот эту вторую партию, которая у меня поднималась на столе в 2 разных формах, 13,5 см и 11 см в диаметре, я расстаивала на столе 3 часа.
Этого бояться не нужно, они хорошо у меня подошли. Они выпекались у меня также 40 минут при температуре 170 градусов Цельсия, на втором уровне снизу, и вот такие они идеальные, ровные все получились. То есть это тесто не быстрое, эти куличи на александрийском тесте следует делать за пару дней заранее, чтобы вы все успели. Остужаю их на боку вот так, нежнейшие они, даю им полностью остыть. Когда они у меня сейчас полностью остынут, я их покрою глазурью. Глазурь эта удивительная, очень бюджетная, очень вкусная, легкая, не на белках, не на сырых яйцах, не на лимонном соке, не на молоке и не на желатине. В следующем видео покажу, как делается эта глазурь. На следующий день уже разрезаю, потому что это тесто такое любит постоять. Оно еще, мне кажется, со временем становится более вкусным. Удивительно ровно они разрезаются. Они очень нежные, можно даже сказать, как бы кремовые внутри. Вот настолько они сливочные получаются. Эти куличи на александрийском тесте ни в коем случае не забиты мукой. Но они не волокнистые, как вот мы привыкли видеть, когда есть у меня и такие рецепты на канале. Незабываемо просто вкусные, тающие во рту. Ни в коем случае не сухие эти куличи. И со временем становятся еще вкуснее. Хранить их, конечно, лучше всего для сохранности в полиэтиленовом пакете и слегка открыть верхушечку, чтобы все равно воздух там циркулировал. Когда видео будет с глазурью следующее, я уже расскажу поподробнее об этом. Именно эти куличи на александрийском тесте можно прекрасно замораживать. То есть их нужно будет остудить полностью до комнатной температуры, чтобы они полностью уже остыли, чтобы они не выделяли конденсат. Завернув их в пищевую пленку, либо в пищевой пакет герметично, убрать их в морозилку и достать уже непосредственно перед Пасхой, дать им разморозиться при комнатной температуре и покрыть их уже перед Пасхой глазурью. Все это работает. Все это проверено на собственном опыте. Вкуса своего после размораживания они не теряют. Примерно неделю-две можно вот так хранить в морозилке. Надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Я всем желаю удачной пасхальной выпечки. И всех поздравляю с наступающим великим праздником Светлого Христового Воскресения.